Привет, YouTube! Привет, комьюнити! Сегодня я бы хотел поговорить о тестах ножей, о тестах стали и вообще о тестах всех любых связанных с ножами. Видео на самом деле в некоторой степени экспромтом идет, потому что желания снимать его особого не было, но сейчас я в разработке нахожусь в методике тестирования, еще одного, который будет на канале. Пока не хочу раскрывать всех карт, но достаточно скоро мы увидим первый опыт, да, этого тестирования. Вот. И находясь в этой методике, я, естественно, рыл кучу форумов, в том числе и русскоязычных, и нерусскоязычных, на тему тех или иных средств контроля, да, при тестировании. И вот, что меня достаточно сильно поразило, это то, как люди относятся к тем или иным тестированиям, к тому или иному тестированию в разрезе, грубо говоря, проведения его или каких-то методов контроля и прочего. Но я хочу начать немножко сдалека, а именно, то есть будем говорить мы, наверное, о складных ножах и их методе тестирования, потому как фиксы, они очень разные, и та методика тестирования, которая применима, скажем, для страйдера DBS или применима, скажем, для Zero Tolerance 100, она, я думаю, будет мало применима для какого-либо очень тонкого в ноль сведенного скиммера, кастомного или чего-то подобного. То есть это совершенно разные ножи по назначению, и да, задав один критерий тестирования для одного, мы провалим заведомо второй. У фолдеров ситуация немножко схожая, да, но у фолдеров все-таки больше общих качеств, скажем так, чем у фиксов, хотя на первый взгляд это может показаться немного глупым выражением. Так вот, какие вообще бывают виды тестов для ножей в теории? Да? То есть их можно разделить на две, скажем так, большие группы, на мой взгляд. Это тест не на непосредственный функционал ножа и тест на прочность конструкции. То есть тест на функционал — это тест на рез, да? Тест на укол, тест на проникновение, скажем так, и прочее, прочее, прочее. Тест на устойчивость кончиков в какой-то мере. И тесты на устойчивость — это те же самые биения по замку и прочее, прочее, прочее. На самом деле, если подойти совсем глобально к ножу и рассмотреть его не просто как нож, которым нужно отрезать колбасу, а как устройство или приспособление, инструмент, вообще в целом, да, абстрагируясь от того, что это нож, то тесты на устойчивость, они имеют право на существование. Но сейчас не они, к ним мы еще вернемся. Так вот, какие основные критерии при проведении любого теста? Основной критерий – это повторяемость. Основной критерий – это идентичность методологии. И еще один основной критерий – это простота понимания. Да? То есть, если мы, скажем, грубо говоря, засунем в пескоструйку лезвие, снимем с него покрытие, нанесем на нем риски с определенной глубиной и положим под лимонный сок, и будем смотреть, какая сталь будет ржаветь быстрее, то это, конечно, интересно, но с практической точки зрения имеет, не очень много применений. Соответственно, какие материалы могут присутствовать при первой группе тестов? Да? То есть это канат, это деревяха, это, по сути, любой материал, то есть, который является, скажем так, среднеабразивным. Что это значит? Представим, что ножи у нас очень разные по мощности, грубо говоря, по резу, то есть живые примеры, да, то есть это, допустим, СОК, NV Ranger в стоковой заточке, дающий 15 резов, и Широгоров 111 SS90V, который при заточке на 30 градусах дает 500 с лишним резов. Нам нужно найти материал, который будет одновременно абразивным и при этом не убивать режущую кромку. Расшифруя это, можно привести, грубо говоря, к двум простым примерам. Если мы будем тестировать нож на буханке, на куске колбасы, то мы можем делать это вечно. С другой стороны, если мы начнем ножом резать листы жести или
наждачку грубую какую-то, то есть большая вероятность, что на нижней группе стали мы не увидим особой разницы, равно как и на верхней, друг между другом, скажем так. И, соответственно, мы в первом случае имеем слишком малоабразивный тестовый материал, во втором случае слишком сильно абразивный, скажем так, тестовый материал. Вот канат, картон, возможно, войлок, дерево как раз находится в той категории, которая подходит для тестирования. Про дерево хочется сказать отдельно. Дерево все-таки в большей степени, по моему опыту, тестирует не остроту ножа, а его геометрию. То есть, насколько нож вклинивается в дерево, насколько ему удобно. И тут логично предположить, что тонкий кухонник, да, который режет, допустим, ту же самую колбасу удобней, чем толстый скандигринт, будет на дереве проигрывать. Соответственно, дерево, как тестовый материал, на мой взгляд, если это мягкое дерево, оно довольно много информации не дает. Если это твердое, сухое такое дерево, скажем так, неприятное для ножа, то там вполне вероятно таки понять, как тест на рубку, да, на устойчивость режущей кромки. Опять же, в том же самом тесте на рубку может применяться кость. Да, то есть кость как вполне себе нормальная имитация, допустим, разделки какой-то дичи, разделки зверя, и, соответственно, при ударе по кости РК страдает. И, соответственно, как бы удары по кости намеренные вполне вероятно дадут какой-то адекватный результат. Но остановиться я хотел бы на канате, потому как эта тема мне близка, и эта тема активно достаточно представлена на моем канале. Очень много информации, которую я слышал про тесты каната, про то, как надо тестировать канат. То есть резать в какие-то там движения с отсечкой какого-то расстояния, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Не заматывать скотчем, заматывать скотчем. На самом деле ситуация, по крайней мере официально документированная, обстоит следующим образом. Для реально верного и единственно возможного теста каната, объективного полностью, нам будет необходимо следующее. Первое – твердомер. Причем с твердомер желательно с точностью в пол Роквелла, да? А желательно еще в 0,2 Роквелла. Сколько стоят такие твердомеры, я затрудняюсь сказать. В свое время, когда интересовался, это было в районе 200-300 тысяч рублей за твердомер. Потом нам нужно какое-то механическое приспособление, которое будет резать канат с определенным усилием. Усилие это будет рассчитано из так называемого эталонного образца. А именно, на данный момент это 440Си. То есть 440Си, закаленная до 59 HRC, определенной формы, определенной геометрии, определенного сведения, заточенная под определенный угол на конкретном гриндере, еще раз повторяю, не руками. С контролем, естественно, с микроконтролем кромки, чтобы эта кромка совпадала от ножа к ножу, направление царапин, направление борозды царапин, а также заусенец. И вот это механическое приспособление с каким-то дозированным, абсолютно дозированным давлением в несколько там, килопаскалей или десятых долей, неважно, прикладывает усилия продавливанием на канат, который находится, естественно, на приспособлений, скажем так, который исключает контакт ножа, ну или сводит его к минимуму с подложкой, на которой лежит канат. Естественно, лезвие должно быть определенной формы, определенной геометрии и определенного размера, одинакового для любого ножа. Вот тогда мы реально начинаем тестировать сталь верно. Примерно так работает такая ассоциация, как Катра. И, к сожалению, ряд производителей, ну, по слухам в частности Кершоу, просто не работает с Катрой и не тестирует свои стали на предмет реза, грубо говоря, того же самого каната. Ну и, естественно, канат при этом должен быть в огромной бухте. То есть канат от бухты к бухте может меняться, его абразивность может меняться. Естественно, как бы сравнивать канат только по толщине просто нереально. То есть какой-то канат будет более жестким, какой-то более мягким. Соответственно, какой-то будет проще резать грубым обухом, какой-то будет легче резать, то есть сложнее резать грубым обухом. И вот только тогда мы получим реальные исследования как бы в области реза каната. А любые другие тестирования,
То есть, когда, допустим, задается руками, там, мы делаем проход в 10 сантиметров, или все это всего лишь снижает степень субъективности, но не убирает ее. И более того, та степень субъективности, которая присутствует, она настолько высока, что фактически все эти усилия, они нивелированы. Сейчас я попробую это объяснить. Вот на моем примере, я исследовал заточку очень долго, то есть я пытался понять, насколько разной бывает острота, и я приходил к тому, что нож, собственно, это было видно неплохо в зеротолерансе, то есть когда было 4,80 резов, оба раза нож спокойно резал бумагу. До заточки, до теста, спокойно. То есть он просто режет. Почему режет? Не столь важно. То есть вот степень остроты, это как бы понятие очень интересное. То есть это все изучается под микроскопом, у меня, к сожалению, его нет, я пока не могу это задокументировать, но я это сделаю в свое время. Соответственно, бумага как критерий, это критерий очень и очень и очень, скажем так, спорный. Его всегда можно поставить под сомнение, что в моих тестах, что в любых других. Это не важно. Соответственно, если бумага не является каким-то серьезным критерием, то что тогда? И тут начинаются поиски разных интересных моментов, а именно, то есть в катре все просто. Мы задали какое-то давление, пусть очень грубо, в 3 килопаскаля на лезвие. И вот это механическое приспособление просто прорезает канат. Ну, грубо говоря, если 447 мы это давление, допустим, выработали из 100 резов, чтобы снизить погрешность, да, то есть раздвинуть рамки результатов. Допустим, TTS XHP прорезала при этом там 250 раз. То есть на 260 оно просто не прорежет при этом давление. Давление иногда больше прикладывает. Все. В кадре результат объективный, четкий и понятный. А как здесь, как в домашних условиях? И тут начинается рез на весах. Ну, на самом деле, рез на весах очень интересная тема. Но на мой взгляд, рез на весах более объективен, когда режет, опять же, механика. Но когда режет человек, давление, которое мы прикладываем к ножу, может быть разным. Хотя, безусловно, рез на весах штука интересная, но она, в свою очередь, опасна тем, что, сейчас попробую сказать, да, то есть у разных сталей есть такое понятие, как разный рез. То есть не агрессивный рез, агрессивный, мыльный. Я не знаю, как это классифицировать, но это чувствуется, когда ты работаешь по вязкому материалу, по вязкому такому неприятному, как канат или покрышка. То есть ты чувствуешь, что нож проходит как вот в масло, агрессивно, зло. А порой ты чувствуешь, что нож режет, но как-то не так. Ну режет, но не так. Ну вот ты не можешь это объяснить. Но вот ощущение мыла проскальзывает. Да? И разные стали выходят на рабочую остроту по-разному. То есть, грубо говоря, предположим, да, что вот мы тестируем, я не просто так здесь положил два ножа, вот, допустим, бак из 30-ки, да, грубо говоря. И, ну, это очень образно, но тем не менее. И цивилиан из VG10. Я, конечно, понимаю, что цивилианом канат кромсать это дело довольно глупое, но тем не менее. Но вот предположим ситуацию, при которой бак и цивилиан начнут тупиться. Так как VG10 это сталька, ну, скажем так, хоть и склонная к скалыванию, но она все-таки моносталь, да, она не порошковая. А 30-ка, она склонна к такому микроскалыванию, созданию микропилы, выхода на рабочую остроту, особенно это проявляется на ZDP-189, на которой она может работать очень долго. И вот представим, что у нас есть некое пороговое число, допустим, при давлении на весах в 10 килограмм. VG10 может отрезать 50 раз и начать мылить и уйти, грубо говоря, за эти 10 килограмм, да? А 30-ка может отрезать 20 раз и уйти опять же за эти 10 килограмм. Из этого что? Делается вывод, что 30-ка хуже? Нет. Фактически, VG10 может сделать там сколько-то резов, 50, 100, неважно. Уйти за 10 килограмм и затупиться совсем. То есть все. Сталь поймала довольно крупный замин, по большей части РК, и все, она уже не работает. 30-ка же вышла на вот эту рабочую остроту, не бритвенную, но рабочую, на которой будет пахать еще очень долго. Может быть 100, может быть 200 резов, в зависимости от заточки, в зависимости от термы и прочее, прочее, прочее. И весы нам это не покажут. Но весы вместе с тем можно использовать как средство именно контроля, то есть какой-то рез контрольный до теста и после, да, чтобы понять, как изменяется сталь на каком-то уже объективном участке. То есть мы даем ножу 200 резов каната, грубо говоря.
замеряем рез до на весах и после на весах. И видим разницу. Соответственно, от стали к стали это будет разным критерием. Но опять же, вот это проявление разной степени затупляемости будет играть очень сильно против нас. Есть еще такой нюанс, как бритье волос и прочее. Но на самом деле, мне кажется, тут еще от направления ножа к руке и прочего зависит. То есть каких-то объективных способов контроля, кроме микроскопа хорошего, по большому счету немного. И то, микроскоп, он может показать нам картину, грубо говоря, вот, небольшого замятия режущей кромки и прочего, или таких микросколов, но как нам понять, что именно это затупление? И про весы еще хочется отметить один момент. Все-таки для такого теста нужны довольно точно градуированные весы, да, с какой-то своей определенной нагрузкой. И очень желательно для наглядности и понимания результата это отсечка по нагрузке. То есть, предположим, мы, грубо говоря, взяли нож, пошли по канату, да, и вот когда мы закончили рез каната, вот нож прошел, вот эта нагрузка снялась, мы же режем дальше по поверхности, на которой канат лежит, и вот в этот момент, когда нагрузка уходит, вот этот не знаю, может, с доли секунды, весы должны давать отсечку. То есть они должны показать пиковую нагрузку, но не должны дальше давать возможность ножу работать по дереву, создавая избыточное давление. Вот такой примерно нюанс касательно канатных тестов. Касательно всех остальных тестов я, конечно, могу рассказать, но суть будет примерно та же самая. То есть самый важный момент это контроль, самый важный момент это повторяемость. Почему повторяемость так важна? В моих тестах используется чаще всего, скажем так, это пожелание по умолчанию, заводская заточка ножа. На что большинство людей, с которыми я общался, кто были как бы недовольны такой методикой, отвечали одно: заточка дяди Васи. Хер пойми кого, хер пойми откуда. Это ничего не говорит. На мой взгляд, это лишь половина правды. Объясню ситуацию. Все ножи одинаково заточить невозможно. То есть, если я вполне спокойно могу заточить 111 на 25 градусов, без какой-то дикой потери ширины в подводах. Ну, давайте попробуем показать. Сейчас вот как бы начало формирования подводов у меня на нем идет. То есть это незаконченная заточка. Она уже очень острая, но она не закончена. Думаю, видно сейчас, да? Вот эта ширина на 36 градусах. То есть я вполне спокойно, абсолютно спокойно могу задать здесь 25 и никаких проблем не будет. С другой стороны, если я на Сибензе задам 25 или на баке из 30-ки, да, то на кончике я получу подвод шириной миллиметров 15, наверное. Может быть чуть меньше, ну, вероятнее всего. Соответственно, вы скажете, ну хорошо, давай сделаем 50 градусов, грубо говоря, любому ножу подойдет. Возможно. Но угол в 50 градусов может нивелировать разницу в сведениях там 0,2 и 0,4, потому что угол топорный, то есть ни для кого не секрет, что заточка 111, да и вообще широгоровых с коробки, она, мягко говоря, не очень хорошая. Так вот, этот 111 с коробки прекрасно резал бумагу, в канат не залезал вообще просто. Я из этого сделал вывод, что угол под 60 градусов. Соответственно, реально как бы свести к общему знаменателю при тесте моем основном канатном тестировании невозможно. Поэтому изначально я и даю тест на заводской заточке, дабы мы смогли увидеть, во-первых, угол, да, то есть в итоге, возможно, в заточенных материалах или еще как-то, на который производитель изначально точит свои ножи, да, то есть у Benchmade своя политика, у Спайдерки своя. А во-вторых, что главное, так как мой тест сравнительный, то есть уже прошло 40 серий, да, а будет больше, мы как бы прекращать не собираемся, и поэтому можно сравнить, то есть ту же самую сталь М390, вот очень живой, хороший, шикарный пример, да, качества заточки. М390, Spyderco Military. 330 резов на тесте каната, на резе каната основного, на заводской заточке. И примерно такой же показатель, что-то в этом духе, да, на тесте РК. Тест РК, как бы, про него я рассказывал в отдельном видео, которое идет в подписи к каждому. Это немножко другой тест, он будет проходить, просто не с каждым ножом это возможно сделать. А Benchmade Торез с М390 показал
весьма посредственные результаты для М390 на резе каната, по-моему, в районе 180 на заводской заточке. Но после того, как заточка заводская была изменена, и для теста РК он был заточен на 30 градусов, он как бы стал лидером этого теста. Он показал как бы то, что термообработка М390 у Benchmade, она не хуже, в принципе, чем у Спайдерки. А там нет такого как бы колоссального преимущества, но преимущество небольшое есть. В итоге, на мой взгляд, да, как бы именно заводская заточка, именно в сравнении разных ножей, она дает понять человеку то, на что он может рассчитывать от ножа. Хотя, безусловно, конечно, как бы в идеале неплохо бы проводить тест с заводской заточки, а после него проводить тест с нормальной заточкой. Но идеального в этой жизни нет, равно как и бесконечного времени и денег. Соответственно, проводится вот та методика, которая была выбрана. И выбрана она была не случайно. Так вот, резюмируя по тестам, по любым, я хочу сказать, что, пожалуй, на мой взгляд, да, по опыту моего изучения всех тестовых материалов и проведения, самый важный критерий – это идентичность тестирования от ножа к ножу. То есть, если мы берем нож, да, и делаем им что-то такое вот супер прямо, ах-ах-ах, вот, и мы ничего об этом, мы ничего не говорим этим о ноже. Абсолютно ничего, потому что нож нужно видеть в сравнении с другим ножом, с его конкурентом, желательно с несколькими конкурентами. И тогда действительно на фоне одного ножа другой может заиграть, а третий может совсем потеряться. А в отрыве от остальных ножей, в отрыве от, вот скажем так, этой методичности от одного к другому, результаты могут показаться чересчур, либо слабыми, либо сильными. В общем, есть в этом небольшая проблема. Вот повторяемость и методичность повторения одного и того же теста – это, наверное, один из залогов правильной тестовой методики, который, на мой взгляд, может быть абсолютно любой. Спасибо за просмотр. Бай-бай. Пока.